Привет, меня зовут Лера, и сегодня мы наконец-то посмотрим на американские краски, которые я буду называть Артеза, хоть на самом деле они звучат вот так. Arteza. Эти краски не продаются в России, и они ко мне приехали из США. Я безумно ждала эту посылочку и очень прям сильно благодарю мою подписчицу и мою ученицу за помощь в заказе этих красок. Сразу закроем вопрос цены. Набор стоит на Амазоне $43, по крайней мере, стоил на момент, пока я это заказывала. Доставка стоила $100, поэтому, конечно же, в посылку я добавила немножко Angelus и всякого такого. Вот. Единственный минус, что белый здесь в таком же объеме, как и все остальные цвета, и при этом нет возможности докупить белый отдельно, а другие цвета докупить можно. Посмотрите на сравнение с деколой, да, вы уже посмотрели на сравнение с деколой. Баночка очень удобная, чтобы выдавливать краску, как из тюбика, на палитру. Прекрасно. Баночки по 60 мл. По высоте они не влезают в мои стандартные ящички от Икеи, в мои тумбы Алекс. Они абсолютно не влезают в маленькие вот эти вот тумбы, только в большую, но это такой, да, ни плюс, ни минус, просто факт. Посмотрите на палитру, цвета прекрасные, мне очень нравится наличие синих оттенков, что их много, и они очень красивые. Посмотрите, какие они разные, они достаточно полноценный, да, вот палитра собирается полноценная. Также здесь есть темно-темно-коричневый, да, черный, оранжевый, здесь есть золото и серебро, и также здесь есть неоны, именно те неоны, которые светятся при ультрафиолете. То есть, например, фиолетовые, голубые неоны могут не светиться при ультрафиолете, если у вас достаточно синий такой свет. Коробка просто восхитительная. Обожаю эту коробку. Очень давно хотела себе этот набор красок. Первым делом читаю, какие рекомендации по эксплуатации у нас здесь есть. И здесь ничего, собственно, нового, как и во всех красках для росписи одежды. Каждая баночка индивидуально запакована. Так что на пути ничего не пролилось, все в порядке, да, все цело. Краски густоваты, пахнут как декола, и запах не чувствуется в работе и никак не раздражает. Очень комфортно. Краски густые, и это чувствуется, да, особенно сравнивая с деколой. Посмотрите, они такие. У нас есть очень много, да, аналогов этим краскам. Например, те же идеи Виста Артиста, да, они тоже такие густые. Посмотрите, как выглядит декола, для того, чтобы как раз-таки сравнить. Раз уж я всегда сравниваю, да, с деколой. Декола — это самые доступные краски у нас, поэтому я думаю, что каждый, кто пробовал заниматься росписью одежды, как раз-таки сталкивался с красками декола. Вот, и поэтому именно с ними я и сравниваю. Очень люблю пробовать краски из разных стран, потому что они обычно имеют другие плюсы и другие минусы в сравнении с нашими красками, у которых, например, есть одинаковые беды, типа темного синего и прозрачного желтого. Обычно, если берешь краски, допустим, и с другой стороны, у них вообще никаких проблем с желтым нету, да, либо нету таких вот явных проблем с желтым. А зато как интересно было, что у акриликса были эти проблемы и с желтым, и с синим, именно ультрамарином. Потрясающая палитра, сделано в США, все это написано, все это очень, очень круто выглядит. Упаковка бомбическая, мне очень нравится. Класс, это просто восторг.
Когда ко мне только пришли баночки, я такая думаю, ой, это будет упаковка, как у Деко Арт, и просто у Деко Арт баночка в 2 раза меньше, чем у Артезы. Это, это получилось очень забавно, потому что я была уверена, что они абсолютно одинаковые. Кстати, если вы ждете обзор на Деко Арт, So Soft, вы обязательно напишите об этом в комментариях, чтобы я поспешила, ведь у меня готов обзор, я просто его вам не показываю почему-то. Голубые цвета в баночке выглядят шикарно. С первого слоя они не ложатся хорошо, вот, но цвета прекрасные, цвета просто идеальные. Посмотрите на деколовский голубой. Сразу хочется показать вам, что он гораздо более укрывистый, и поэтому для меня все выбеленные цвета в голове моей обязательно должны ложиться идеально на темную ткань. И теперь сравните, как лежит голубой Артеза и голубой Декола. Это просто небо и земля. Голубые здесь очень даже прозрачные, и это не может не расстраивать. Это у нас синий, посмотрите какой. Это просто идеальный синий. Это вот тот синий, который я жду от каждого производителя. Но, к сожалению, далеко не у каждого производителя найдется именно такой синий цвет. Было бы очень здорово, если бы этот темный синий лег бы вот таким цветом прямо и на подложку, и без подложки, но мы посмотрим на это впереди. Вот у нас темный фиолетовый, будет у нас светлый, да, фиолетовый. Я цвета называю так, как я их вижу, а не так, как они официально называются. Я надеюсь, вы не обижаетесь. Я вам показываю баночки, чтобы вы ориентировались. И вернусь опять же отдельным цветам, что сами цвета докупить можно даже на том же Амазоне. Они продаются поштучно. Также у них есть набор перламутровых цветов, которые я, скорее всего, никогда, в жизни не попробую из-за того, что у нас здесь они никак не представлены. Вот. И что хочется сказать о белого, почему-то нет, и это очень странно. Поэтому я бы надеялась получить какой-то ответ, где искать белые для тех, кто может купить эти краски. Посмотрите, ультрафиолетовый свет, и хоть как-то, да, цвета светятся, но мы проверим, когда уже все выкрасится. Будет очень интересно посмотреть на эти цвета. Кстати, все нормальные ребята выдавливают на палитру через носик в крышечке, да, через дырочку эту в крышечке. Я же стучу по дну для того, чтобы у меня банка, да, упала на дно банки вся краска, и я уже могла бы брать ее кистью из самой баночки. Но здесь уже вопрос удобства, как говорится. Цвета, посмотрите еще раз на цвета. Палитра вообще прекрасная. Здесь у нас остатки наши, да, серебро, золото, они смотрятся очень хорошо. Конечно, металлики всегда ложатся очень хорошо. Главное, чтобы они и держались тоже очень хорошо. Кстати, я ведь выкрашиваю еще и на джинсу, чтобы у вас было представление. И здесь у меня вот именно темная ткань, и на светлую мы, конечно же, тоже выкрасим. Белый цвет просто выше всяких похвал. Остальные, видите, подпровалились, значит, придется накладывать больше слоев. Но желтый выглядит лучше, чем голубой. Где ж такое видано? Белый с 2 слоев выглядит просто роскошно, выглядит просто шикарно. Здесь, видите, тоже нету никаких делений на краски для темных или светлых тканей, то есть они для разного цвета тканей, как, допустим, наша декола, опять же, да, и здесь поэтому я проверяю на всех цветах ткани, и это очень интересно на них так посмотреть. На белой ткани они ложатся просто роскошно, просто шикарно, и я уже в восторге, хотя я выкрасила только один желтый цвет, но даже желтый цвет на темном ложится прекрасно без подложки, и это вот видите, когда мы выкрашиваем наших производителей и других производителей, у них совершенно другие минусы и совершенно другие преимущества. Это просто фантастика. Я каждый раз этому удивляюсь, что желтый цвет ложится хорошо, но при этом голубой. Но сейчас мы посмотрим, как он ляжет еще на 2 слое. У меня заготовлен, кстати, еще один обзор на американские краски, и поэтому мне обязательно нужен твой лайк и твой комментарий, потому что, ну а как иначе? Я думаю, вам было бы интересно посмотреть.
на все краски, которые я выкрасила. Ну, я надеюсь, что вам действительно это интересно. И, конечно, всегда я чувствую вашу поддержку и благодарю вас за нее. Она очень важна. Вот и пошли голубенькие. Посмотрите, голубой ложится на белую ткань. Ох, как хорошо он ложится на белую ткань. И как же ужасно он ложится на темную ткань. Просто кошмар. Он даже с 2 слоев не перекрывает. Да, не то чтобы не перекрывает, даже не пытается подтянуться к нашей деколочке родной. На белую подложку он ложится прозрачно, будто бы я развела его с водой. Ужас. Это просто ужас. Я не представляю, в каких вообще работах можно его использовать, чтобы он ложился нормально. Разве что только на белой ткани. Ну, какие же, конечно, у них цвета. Посмотрите, кстати, на густоту, что краски достаточно густые. Посмотрите на акварель, как ложится в акварели. И синий — это просто любовь. Я надеюсь, что на темной ткани ляжет хорошо и на подложку ляжет хорошо. И посмотрим, конечно, как это будет все держаться. Но это, кстати, краски одни из самых таких вот популярных, когда вы видите американских мастеров, когда они рисуют на джинсовках, допустим, на футболках, вы видите эти потрясающие наборы, эти потрясающие цвета и эти шикарные, восхитительные баночки. Конечно же, сразу хочется попробовать все это, и когда это недоступно для покупки в твоей стране, конечно же, сразу хочется попробовать еще сильнее, чем до этого. Из всех сайтов еще в 2020 году, да, что мне нашлись в Гугле, там был только один украинский сайт, и там уже типа 100 лет было как не в наличии, но все равно, что там, видимо, хотя бы что-то да было, но видите, а у нас почему-то в Россию это все не привозят, и из США, чтобы доставили, это нужно просто выплясывать с бубном и связываться с какими-нибудь странными конторами и платить сумасшедшие деньги за доставку. Кстати, если вы заказываете краски прям сразу из США в Россию, вы можете обязательно поделиться своим опытом в комментариях. Я думаю, это будет супер полезно. И для меня это будет как минимум супер полезно. Потому что я бы, конечно, очень хотела бы не чувствовать себя подвязанной под других людей, просить кого-то помогать, да, там выдумывать, как перевести деньги, вот это все. Конечно, хотелось бы пробовать это делать самой и не бояться. Ну и, конечно же, я нарисовала полоски на своих выкрасках, да, черные, чтобы посмотреть, слезет или нет, потому что Пебио оставила в нас просто шрам на самом сердце своим черным цветом, и поэтому каждый раз я буду его проверять. Кстати, посмотрите, как я проверяю ультрафиолетовые цвета наши, и они должны быть обязательно на белой подложке. Они не ложатся без белой подложки. Как и все синие оттенки, потому что даже синий что-то не лег очень хорошо, как я надеялась. Зато на белой, о боже, как на белом выглядит. Ну и получается у меня 4 слоя на темной ткани. Да, на подложке я делаю местами по 2 слоя, чтобы цвет был более равномерный. А на белый я делаю 2 слоя. Этого вполне себе достаточно для того, чтобы посмотреть, как будет держаться краска на ткани. Акварель я делаю в 1 слой, и ей обычно и 1 слоя вполне хватает. Ну и, кстати, напишите, какой цвет вам понравился больше всего. На темном, на светлом, на подложке. Будет очень интересно тоже на это посмотреть. Темный красный у них тоже очень красивый, и он, кстати, хорошо лег и без белой подложки, ну, относительно хорошо. И давайте посмотрим под ультрафиолетом. Посмотрите, как светятся флуоресцентные цвета. Классно, всегда очень нравится смотреть, как они светятся. И соседние цвета абсолютно не светятся. Ну и я, конечно же, чуть не забыла своих мини-маусов, которых я адресовываю в экстренном формате, скажем так, чтобы обязательно показать вам эти краски в формате рисунка, потому что просто выкрасить
и посмотреть, как выглядит палитра, это одно, но проверить, как это выглядит в рисунке и как он держится после стирки, это совершенно другое. По традиции у меня здесь один рисунок с белой подложкой, а второй рисунок без белой подложки сразу цветом. Я посмотрела на цвета, которые более-менее ложатся самостоятельно, да, то есть это зеленый цвет, и его я как раз-таки выкрашиваю без подложки, и второй цвет будет красный, и он тоже ложится без подложки неплохо. Эти краски я получила достаточно уже давно, то есть это был, наверное, месяц май. И вот, наконец-то, я сделала для вас обзор. И когда я выкрашивала фрактальные краски, я думала об этих красках. Потому что, конечно, в работе и на финише они очень похожи между собой. И вы, возможно, это увидите. Точнее, надеюсь, мне удастся показать так, что вы увидите как раз-таки это сходство. Белый, конечно, восхитительный. Посмотрите, как ярко он ложится. Да и зеленый тоже ложится достаточно хорошо. Ориентируясь на то, что это краски, которые мне не удастся заказать, конечно, я снова начну, да, про это. Мне хотелось бы иметь возможность брать отдельно белый, потому что если он закончится, то что мне делать в будущем, потому что здесь не все цвета хорошо ложатся на темную ткань, а есть же не просто темная, да, ткань, а, допустим, серая, которая она ни туда, ни сюда. И такие светлые прозрачные цвета абсолютно не лягут на такую ткань. И это, конечно, большая-большая проблема. Думаю, что, возможно, производителю стоило бы пересмотреть укрывистость некоторых цветов, да, голубого, синего. Это, конечно, очень грустно смотрится, и фиолетовые цвета тоже. Их бы стоило сделать немного более укрывистыми, чтобы все-таки это выглядело хорошо, а не так, как выглядит на моей выкраске. Возможно, у американских художников нет никаких проблем с этими красками. Здесь я не могу ничего знать. У меня нету таких знакомств. И здесь только в формате, знаете, ознакомительном, насколько я правильно понимаю, как пользоваться этими красками, исходя из инструкции, которую они оставили на коробке. Ну и опять же, возможно, где-то это белое отдельно продается, потому что мы видели саму фотографию, да, этой баночки отдельно и видели ее на сайте Walmart за бешеные деньги, в 2 раза дороже, чем набор красок. За 60 миллилитров. Кстати, черный цвет достаточно густой, но им очень приятно рисовать, и это вообще для меня всегда остается за гранью понимания, как густые краски могут быть такими комфортными в нанесении. Что касается самой пленочки, она слегка глянцевая, и в целом она выглядит приятно. Да, вот эти мои мини-маусы получились практически одинаковыми. И давайте посмотрим после закрепления. Я их уже закрепила утюгом спустя сутки. Я сделала тестовые полосочки внизу, вы можете увидеть на красных. Я покажу поближе. И вы посмотрите, да, вот эта полосочка, пожелтеет она или не пожелтеет, да, и вы можете это увидеть. Мне очень нравятся металлики, они прямо серебряные, знаете, как зеркальный. Очень красиво сияет, мне очень нравится. И посмотрите на остальные цвета, посмотрите, как они смотрятся в акварельной технике. Это все тоже выглядит неплохо. И для белых футболок, возможно, это очень хорошо. На ощупь это очень сильно напоминает нашу родную деколушку. Вот, немножечко такая она резиновенькая. Ну, ты ее растягиваешь и думаешь, что это прям как будто бы шелкография резиновая. Вот, растягивая, она сильно не трескается. Это очень приятный такой бонус, да, красок. И когда я проверяю их на этом этапе, я начинаю расстраиваться, что на тот момент еще не было фрактальных красок. И я думаю, почему у них у всех, но не у нас продаются такие краски. Даже скорее не просто продаются, а именно производятся, потому что, конечно, хочется иметь под рукой хорошие мягкие краски, которые
ярко ложатся, потому что здесь на подложке легло все ярко, можно приноровиться вполне. Тем более роспись получается достаточно мягкой. Если, конечно, делать кучу слоев, то, скорее всего, она мягко-то особо не ляжет, но если уметь пользоваться, да, красками, то приноровиться, то все обязательно получится. Джинса была с эластаном, и там сильно ничего не треснуло. И вот моя футболка — это 100% хлопок, обе футболки 100% хлопок. И посмотрите, как на них лежит краска. Вот, получилось весьма мягко. То есть это не так мягко, как акриликс, да. Но, тем не менее, это достаточно мягко. Это очень напоминает фрактальные краски. Вот, и они, видите, такие немножко глянцевые. Они очень такого резиновые на ощупь, да, но не сказать, чтобы прям сильно, что прям не нравится. Не раздражают никак своей плотностью. На белом, конечно, даже похоже на декол немножко на ощупь, да, но не на совсем жесткую прям, но все равно. На растяжение, видите, на тонких местах может треснуть, на плотных местах не трескается. С подложкой вообще не трескается, потому что там нет тонких мест, там единая, да, подложка единым куском накрашена в несколько слоев. Здесь я сделала на красный и на темный красный белой полоски. Вот, и на красном оно немножко пожелтело, а на темном красном нет. Показываю вам изнанки, всегда просите показывать изнанки, и вот посмотрите, да, краска пропиталась насквозь. И да, это совершенно нормально. Попробуйте пролить воду на футболку и не ждите, что она у вас проявится с обратной стороны. Как такое возможно? Вот сколько белой краски остается после выкраски. Вы можете видеть, что банка не полная. И, конечно, придется экономить белую краску в страхе, что она кончится раньше остальных. И вот после стирки выглядит моя выкраска абсолютно не изменившись. Посмотрите, ничего не изменилось, ничего не потускнело. Все выглядит хорошо. Металлики просто богатые. У меня другого слова нет. Они прям сияют, как зеркало. Очень красиво. Мне очень нравится. Посмотрите, красный, да, здесь белая полосочка после закрепления немножко пожелтела, но в целом это все по-прежнему выглядит очень-очень хорошо. Вот такая изнанка. Посмотрите, все пропиталось насквозь, но это и нормально, краска смешивалась с водой. Цвета выглядят хорошо, металлики, возможно, чуть-чуть плотнее, чем другие цвета, но это здесь не очень критично, но смотрятся они шикарно. И вот на джинсе, посмотрите, после стирки здесь все цело, ничего не потрескалось, в целом выглядит хорошо. И вот моя футболка, последний кандидат, да, у нас тут после стирки. И здесь точно так же все цело, все контуры, все цвета, ничего не смылось, ничего не растрескалось и не отвалилось. Очень приятно, конечно, видеть такие результаты, и немножко обидно, что мы не можем протестировать эти краски с вами все вместе в полной мере, поскольку очень сложно их заказать и заполучить для себя. Не говоря уже об итоговой цене, которая выйдет, если заказывать напрямую с Амазона. Вот моя полоска с нанесенными цветами на подложку. Видите, я ее тяну, в целом она выглядит хорошо. Это очень похоже на профессиональную вот печать, когда печатают разом на 50 футболках. И это очень похоже, это очень приятно, и думаю, достаточно качественно будет все держаться. Обязательно поделитесь вашими впечатлениями в комментариях. И расскажите, а вдруг вы пробовали эти краски? Мне будет очень интересно прочитать это, потому что, в принципе, я не встречала людей, кто пользовался этими красками. Вот. И поэтому я жду ваш комментарий, если вы как раз-таки из пользователей этих красок. Большое спасибо, что посмотрели это видео, и особенно огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца.
Я надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. И если так, то, конечно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И мы встретимся с вами совсем скоро в новом видео. Пока-пока!